Ну что, друзья, сегодня интересная серия. Рассказ про жизнь в Польше. О чем мы будем говорить? Сегодня я вам покажу, сколько стоит транспорт. Короче, по итогу моего ролика вы для себя в целом сможете сформировать, что сколько стоит, вообще сколько стоит жизнь в Польше. Сегодня я вам расскажу, сколько стоит жилье, сколько стоит транспорт, сколько стоят продукты. Надеюсь, меня не побьют. Если снимать квартиру вот в таком, мы в центре Варшавы, ну такой центр, снимать квартиру в таком центре от 1000 до 1200 евро. Это будет 2 комнаты и кухня-гостиная. Но это как бы не премиум. Вот. Станция Одоланы. Так, жильем, короче, вот как-то так. От 500 евро и выше. Зависит от качества жизни. Так, сейчас мы с вами едем в торговый центр. Злото Тарасы называется. Сейчас мы сядем в местный трамвай. Трамвай, кстати, стоит 1,5 злота. Это 30 рублей. 1 злот, друзья, 20 рублей. Вот и исходите из этого. Да, там, если перевозить 4 злота, 1 евро. 1,5 злота, где-то, наверное, 40 евроцентов. Недорого, наверное. Потому что в Москве, там, допустим, транспорт стоит 75 рублей. В 2 раза дороже. Погнали, посмотрим. Через 10 минут только будет мой поезд. Пока стоим, ждем, нам ехать вон туда. Ребятки, хотел вам рассказать про курение. Курение зло и вредит. Лучше не курить. Вот такая пачка Ротманса стоит 450 рублей. 25 злот. Имейте в виду. Это очень дорого здесь сигареты в Польше. Очень дорого. И производство все Польша. Это поезд. Что за поезд? Ну, нам нужен 11 номер, а это... На самом деле билет стоит 2,20, а не рубль 50. Я вас обманул чутка. Ну, можно оплатить картой. Поэтому... Как-то так. Następny przystanek Dworzec Centralny. Warsaw Central Railway Station. Ну все, мы 6 остановок в центре Варшавы. Станция называется Центральный вокзал. Сейчас сделаем переход и попадем в главный торговый центр, который, по крайней мере, я знаю. Такой переход длинный. Напоминает Москва-Сити. Каменные джунгли. Выход на метро. Вот, кстати, это метро. Тут Starbucks есть. Это все, что было у нас раньше. Сейчас этого нет. Ну что, за моей спиной именно тот торговый центр, про который я говорил. Что мы сегодня посмотрим? Посмотрим цены на технику, цены на еду, цены на одежду. Вы составите для себя определенное какое-то мнение по цене и проживания в Варшаве.
Вон там он находится, да, вот большой, красивый. Он широкий, туда вглубь уходит и под землю. Много магазинов. Постараюсь для вас поснимать актуальные цены, вам показать. А вы не забывайте подписываться, ставить лайки и писать комментарии. Увидимся. Так, я составил целый список. Одежда, электроника, парфюмерия. Начнем мы вот с чего. Начнем мы с магазина Nike. Посмотрим, сколько стоят кроссовки. Напоминаю, 1 злот это 20 наших рублей. Посмотрим, сколько стоят кроссовки. А закончим фастфудом, закончим Макдональдсом, который теперь топит за фитнес. Максимально странно. А тут, ну, естественно, что тут все магазины есть. Ничего особо никому привезти не могу, потому что у меня без багажа. У меня один рюкзак. Я сюда прилетал по делам. Вот, пойдемте найдем Nike. Ну, понятно, что здесь фудкорт. Тут все есть. Бургер Кинг, Subway, который у нас когда-то был. Да, пойдемте в магазин Nike. В честь поляков скажу, за эти дни ни разу агрессии как таковой, конечно, я не видел. Так, идем в Nike. Идем в Nike, смотрим кроссы, футболку и костюм. Nike, кстати, tax-free делают очень странно. Вместо 23%, не только Nike, тут все так делают. Вы получаете 11% tax-free, а не 23%. Целая система. Так, идем к кроссу. Air Force 363 злота. Умножайте на 20, в районе 8000 рублей. Так, Air Max посмотрим. Где у нас Air Max? Вот Air Max. 454 злота. Умножайте на 20. В районе 9000 рублей. Ну, как бы дешевле, конечно, чем у нас Джорданы. Они здесь, кстати, все кожаные. 9 тысяч рублей, короче, тоже. 8500 рублей Джорданы. Ну, конечно же, нет размеров. Нужно смотреть, искать, подбирать. Я себе тоже взял Джорданы. Нахрена непонятно, но одену их. Эти свои кеды оставлю. И одену в Джорданах и полечу в Джорданах. Футболки, конечно, цены разные. Но костюмы дорогие. Сейчас вам для примера футболку какую-нибудь сниму. Вот. Air Jordan футболка. Сколько злот? 219 злот. 219 злот это 4300 на наши деньги. Ну, наверное, не так дорого, как кажется. Так. Пойдемте костюм посмотрим. Вы знаете костюм, которого американцы захватили Николаса Мадуру? 519 злот, 10 тысяч вверх стоит. Брюки. Блин, почему так все сложно? Цвет просто разный. Брюки одинаковые. Брюки 429 злот. Короче, где-то 18 тысяч костюм получается. Ну, не дешево. Некоторые вещи прям бюджетно, некоторые нет. Что вам еще показать? Хочу купить маленький мяч. Куплю в Adidas маленький мяч. Тоже пусть будет на память о моей поездке. Я вчера видел в Adidas 65 злот стоил 1300 рублей. Есть Nike или нет? Ну, короче, мячей нет. Куплю в Adidas, если получится. Вот. Что, пойдемте в Медиамаркт? Еще
польский язык, он очень сложный. Вот ши-ши-ши вот эти. Помните Медиамарт? Он у нас тоже раньше был. Пойдемте в Медиамарт. Посмотрим, сколько стоит техника. Какая-то базовая, которая нужна быть тоже пользоваться ею. С чего начнем? С айфона. Почем iPhone? iPhone 17 Pro Max. Так, на 256 6000 злот. 6000 злот, 120 тысяч рублей. У нас явно дешевле. Так, пойдемте снимем ультру. Ультра еще дороже, 6500 стоит. Дороговато. Так, ну что, вы переехали в Варшаву. Вам что нужно первое? Телевизор с диагональю 32. У нас в России можно купить его и задешево, за, не знаю, 15 тысяч. В Грузии можно за 200-300 лар купить какой-то китайский, ну, простой, который будет показывать. Давайте посмотрим, сколько здесь стоит телевизор 32. И вот продавец мне помог. Самый дешевый телевизор. Фирма Пик, китайская. 600 злот, 12 тысяч рублей. Ну, не знаю, много-мало, смотрите сами. 600 злот это 400 лар, 600 злот 400 лар. Или за 200 лар можно купить телевизор. Но у нас за 12 тысяч, наверное, ну, плюс-минус цены такие же можно купить. Малоизвестный ноунейм Philips стоит уже 1000. Sharp стоит 800. Но это, конечно, это все Китай. Никаких, это не вот этот Hisense или Hisense, как правильно будет. Поправьте в комментариях. 700 злот, диагональ 32. Ну, конечно, здесь есть хорошие телевизоры. Здесь есть Bravia, Sony я видел. Есть Sony Bravia, есть Samsung, LG, Sony Bravia, 8 QLED, 7000 злот, 140 тысяч рублей. Немало, братцы. Ну, у нас, я думаю, так же бы стоило, если они были. Но их нет. К сожалению, их нет. Так, с телеком разобрались. Телевизор стоит где-то в районе 12 тысяч рублей. И еще момент, смотрите. Важный момент. 1 злот это 20 рублей. Либо 4 злота 1 евро. Вот и считайте. Погнали. Так, а есть PlayStation? О, PlayStation есть. Давайте посмотрим, сколько стоит PlayStation. Sony PlayStation 2500 злот. 50 тысяч рублей стоит. 50 тысяч рублей. Ну, все прибамбасы. Xbox. Xbox даже дороже стоит. Прикольно. Прикольно. Так. Мой комплект камер, которыми я снимаю. Недешево. 2300. Недешево. Так, короче, Сонька стоит 50. Все нормально. Телек стоит там 12-15, более-менее что-то. Еще одна из тем, это, конечно, холодильник. Он же вам тоже нужен. Холодильник хороший, в Тбилиси 1500, 2000 лар будет. LG Samsung. У нас уже, наверное, где-то 50-60 большой холодильник будет стоить. Так, давайте посмотрим. Горение 2000. Ну, это небольшой холодильник, невысокий. Так, вот такой высокий LG. 2800. 2800. Это получается 56 тысяч. Ну, в целом, цены такие же, как у нас, только у нас санкции. Почему? То есть Польша очень дорого. А Польша дорого, потому что у Польши НДС 23%. Очень большой. То есть холодильник тоже 50-60 тысяч для жизни. Ну, либо можно взять бюджетный. Бюджетный, вот, 2000 есть, 1500, Кеник, какие-то Амика. Вот тут я вижу тоже Беко есть, как у нас. Так, почем Беко? Беко 1900. Это 36-37 тысяч.
Вот Samsung 2000 по акции, черный, тоже такой, ну, классный. 2500, 50 тысяч. Ну, тоже не самый плохой холодильник, да? Еще и лед делает. Крутяк. В общем, на вкус и цвет, как говорится, есть выбор. В общем, разобрались, холодильник 40-60 тысяч рублей. Ну, явно еще какой момент. Вам нужен будет точно будет нужна стиральная машина. Ну, стиральные машины здесь выбор какие хотите есть. И давайте посмотрим, какие цены. Нам важно 6 килограмм. Вот смотрим. Стиральная машина Bosch. Серия S4. Так, 2400. Это 46 тысяч рублей. Ну, килограммы почему-то здесь... 8 килограмм. Она большая. 8 килограмм. Давайте пойдем то, чем пользуюсь я лично сам. LG 5 килограмм загрузки, 52 тысячи рублей. Samsung. На Samsung не написано сколько, тоже 5 килограмм загрузки. Так, этот Electrolux 9,5, тоже 5 килограмм загрузки, но она какая-то большая. Так, Beko, Bosch 6 серия, 6 серия. Я думаю, что тут 6 килограмм загрузки, 52 тысячи. Так, LG, Samsung. Так, вот дорогой Samsung, 80 тысяч получается, почти 76 тысяч. Ну, он такой новомодный, сенсорный. Я думаю, последняя модель. Вряд ли вы будете в съемную квартиру либо покупную покупать такие дорогие. Да, вот 9-килограммовые LG тоже есть. Они под 100 тысяч рублей. Посмотрим здесь, что у нас. LG 60 тысяч рублей. Стиральная машина 60 на 85. Загрузка сколько? Загрузка большая загрузка. 13 килограмм написано. Пушка, гонка. Так, ну что, в целом 60 тысяч. Вот я пришел к такому мнению, что 50-60 тысяч 6-килограммовая загрузка для стиральной машины. Вот есть Beko, 30 тысяч рублей. Получается 7 килограмм загрузки. Ну, можно и такую взять. Что не будет стирать? Будет, конечно, стирать. Что и гарантия будет. Beko турецкая компания, по-моему, или европейская, но собирается в Турции. Так, со стиралками разобрались, с холодильником разобрались, с телевизором разобрались. Посмотрим, пойдемте, сколько стоит чайник на интерес. И пойдем уже смотреть что-нибудь другое. Вот еще, кстати, Dyson. Обратите внимание. 32 тысячи рублей и 44 где-то тысячи рублей. Я не знаю, в чем отличие. Не разбираюсь в этих Дайсонах. Но в чем-то есть отличие. Так, где чайники? Чайники там. Чайники там. Когда-то у нас тоже был Медиамарт. Ну, кстати, он был всегда дорогой, если вы помните. Всегда он был не дешевый. Видео в цене было дешевле. Так, вы решили себе купить простой чайник. Так, чайники DeLonghi, пожалуйста. Тефаль 269 злот. Это умножаем на 20. Это 5000 рублей. Ну, терпимо. Bosch 4000 рублей. Вот такой чайник Bosch. Так, что еще? Из таких известных. Бурение. Ну, не знаю, какая это говорение. Скорее всего, китайская, турецкая. 100 злот. Это 2000 рублей. То есть, ну, в целом и за 50 злот есть какая-то ноунейм китайский. Ну, можно и им пользоваться. Что? Почему нет? Что, не будет кипятить воду? Будет, конечно. Ну и дорогие тоже есть. Да, там вот Philips 320 злот стоит. Это больше 6000 рублей. Вот, DeLonghi 4000 рублей. Чуть подороже. Выбор есть.
Так, Dreamy, который рекламирует у нас. Dreamy. Так, 429 злот. Умножаем на 20. Это 8600. Ну, не знаю, дорого, недорого. Она вроде небольшая. Небольшая. Dreamy. Честно, мне кажется, современная хрень какая-то полная. Эти аэрогрили. Ну, каждому свое. Так, ну чё? Вот такие цены на технику. Техника стоит дороже, чем у нас в санкционной Москве. Парадокс? Вот тебе и парадокс. Хотел зайти в Ванс купить бейсболку, но ценный конь. Ценный конь, ребятки. Так, ну что, давайте зайдем, посмотрим, сколько стоит еда. Сколько стоит еда. Я себе выписал определенные позиции, по которым можно будет что-то понять. Допустим, это будут... Понятно, что это Carrefour, это не самый дешевый, это аналог Ашана. Это не самый дешевый, в Тбилиси тоже он не дешевый, и здесь он тоже не дешевый, но хоть какое-то понятие по ценам можно получить. Так, ну что, вот смотрите, разные макароны, макарошки, макароны разные цены. Так, от 6 злот, вот эти фюзели. Что-то я думал, здесь есть барилла, да, есть барилла. Макароны их из твердых сортов, которые есть и у нас. Да, барилла 8 злот. Это 140-160 рублей. Какие хотите. Причем макароны. С одной лишь разницей, что это барилла, который сделан здесь в Польше и у нас в России. Напомню, барилла делают у нас в России. Кетчуп Хайнц. Кетчуп Хайнц стоит 240 рублей. Наши деньги. 12 лот, 3 евро. Не знаю, дорого, нет. Мне кажется, у нас дешевле стоит в России. Ну, тоже, скорее всего, тут местный, у нас свой. Так, давайте посмотрим. Сосиски. Сосиски 7 злот, 140 рублей. Ну, по качеству так себе, если честно. Кока-кола 6 злот, по 120 рублей. Вообще невкусно, если честно. Пепси 100 рублей бутылка. Вообще беспонтовая. Алкоголь снимать не буду. Алкоголь нет смысла снимать. Упаковка Хейникена, давайте так. 32 злота, 640 рублей. 6 штук. Ну так, не самая дорогая цена. Ну это Хейникен местный. Надо понимать. Тут все местное, так же как в России. И вкусы, конечно, так себе. Водочка 900 рублей. Финляндия где-то 1500, 1600 большая. Адам Мицкевич водка. Не знаю, что за водка. 1200 рублей получается. Водка премиум написано. Но будем посмотреть. Вот такие цены. Такие цены. Вот эти все шампуни, Ленор, Гиф, все немецкое, друзья. Вот в этом разница, конечно. Все немецкое. Так. Опа, ну-ка для финиш. Финиш Ultimate 100 штук немецкие. Для посудомойки стоит 2500 рублей. 2600. Немало, немало. Так. Здесь что у нас? Шампуни. Шампуни. Вот Head & Shoulders немецкий. 600 рублей. Небольшая бутылка. Так, антипреспиранты Nivea по 400 рублей. 380. Да, гель для душа 420 рублей. Мыло
сколько хотите и какого хотите. Палмолив 80 рублей. Дав 120 рублей. Помните, масло Рама 200 рублей. Это еще дешевле. Масло какое хотите здесь есть. Все умножайте, друзья, на 20. Очень знакомого не вижу. Вот этот пак знакомая 240 рублей. Так, фан какой-то непонятный. Ну, не вижу ни Анкора. Телма масло было такое в моей памяти. Но помню Рама, масло Рама было такое. Так, по яйцам, давайте посмотрим. Значит, 20-ка. 10 яиц. Это какая-то экологическая фирма, которая производит 320 рублей получается. Дорого. Так, обычные яйца 10 это 200 рублей. Ну, 200 рублей не так, наверное, дорого. Так, самый дешевый не вижу, 16 рублей. Так, вот 206. Это самый бюджет, наверное. Они, получается, 120 рублей. Ну, то есть есть и побюджетнее тоже. Так. Типи. Что у нас тут? У нас тут сыры. Сыр Гауда. Гауда 12 злот. 240 рублей маленькая пачка. Ну, в целом цены, я говорю, цены один в один, как у нас, наверное. Нарезная Гауда, вот 12 злот. 240 рублей получается. Цены как у нас, только единственное, что у нас санкции. Санкции. Альметте 6,50. 130 рублей. На наши деньги. Кефирчик. 1,5%. 6,120 рублей. У нас дешевле стоит. Сыры. Разные сыры. Хохланд 7,60 злот. То есть 140 рублей где-то. Так, сыры Президент для любителей винца по 8 злот, по 160 рублей. Вот дешево. Это дешево. Так, хочу посмотреть, сколько стоит сметана. Сметана. Йогурт. Кстати, не знаю почему, но 18% сметана стоит 2,79. 2,79 это 60 рублей. Ну, дешево стоит относительно. Сметана 18%. Это называется сметана. Сметанка есть еще такая, есть какая-то 8-30%. 36%. Очень жирная. Но вы знаете, я вам скажу честно, наше все самое лучшее, вкусное. Наше альмеды российское. Что, мясо? Посмотрим заморозку, если оно тут есть. Если оно тут есть. Вообще вся продукция вообще невкусная. Больше. Еще, друзья, из приколов. Здесь в выходные ничего не работает. То есть в воскресенье ни один магазин не работает. Нужно закупаться заранее. Ни магазины, ни аптеки, ничего не работает. Поэтому они закупаются все впрок и на будущее. Так, хотел еще кофе для вас снять, сколько он стоит. Нашел кофе Якобс, вот такой, зеленый, который я пил, который делает Амстердам, Голландия. Есть и польский такой, есть Амстердам, Голландия. И он стоит 46 злот. Ну, достаточно дорого, 1000 рублей получается. Потому что местный стоит, копье. Ну, не копье, но недорого. Nescafe Gold я что-то еще ищу. Не могу найти. Вот, Nescafe Gold тоже 52, даже дороже стоит. Производством польского. Так, кофе Давыдов 42 000 рублей.
Любители кофе или 46 злот, 900 рублей, 920 рублей. Вот так, давайте посмотрим лаваса почем. Лаваса стоит, большая лаваса, килограммовая, 133 злота. Полкилограмма 76. Лаваса для 133 злота, это 2, где-то 600, 2 700. 141 злот. В общем, кофе здесь на самом деле есть, его достаточно. Какой хотите, можно выбрать. А да, Берт чай какой-то есть для любителей чая. Я не люблю чай, вообще ничего в нем не понимаю, поэтому ничего не могу вам рассказать про него. Также, конечно, тут есть и скидки, и акции. Шоколадка Милка 10. Горький шоколад Линд. Линд стоит 16 злот, 320 рублей плитка одна. Сладостей на самом деле очень много, и они все вкусные. Тоже польские, понятное дело. Ну что, друзья, вот хотел вам снять концовку, когда я буду обедать в шикарном ресторане Макдональдс. Но в Макдональдсе у нас есть, и он называется «Вкусная точка». Вот такие цены в Польше, в Варшаве. Где-то дороже, где-то дешевле. Аптеки очень дорогие. Просто так не продают лекарства в большей части. Магазины, сигареты очень дорогие. Очень дорогие. Вообще не советую курить вам никому. Не стоит там этого. Как-то так. С вами, как всегда, грузин, который живет на Марсе и ездит непонятно куда. Мира нам всем, друзья. Чао.